Люди и динго, как правило, избегают друг друга. Однако в некоторых регионах Австралии, как на острове Фрейзер, и некоторых регионах северной территории наблюдается тесный контакт между динго и людьми. Кормежка динго привела к опасному привыканию и нападению. Динго нападает на домашний скот, что является довольно обычным явлением и серьезной проблемой для австралийской животноводческой отрасли. Вполне возможно, что некоторые атаки являются результатом игры молодых щенков, особенно с детьми. Нападения также могут быть вызваны ложной реакцией человека на агрессивное и доминантное поведение динго. Предполагается, что динго начали рассматривать источники человеческих продуктов питания, как мусорные баки, остатки, раздаваемые продукты и так далее, как часть своей территории, и поэтому нападали на людей. Потому что динго видели в них конкурентов и хотели защитить свои источники питания. То, что некоторые динго могут рассматривать людей как добычу, также представляется возможным, потому что взрослого человека, особенно ребенка, теоретически они могут одолеть. Некоторые известны нападения динго на людей. Первый хорошо задокументированный случай нападения динго на острове Фрейзер произошел в 1988 году. Еще за 60 лет до этого газеты сообщали о проблемах с динго. С 1996 по 2001 год было зарегистрировано 279 инцидентов с динго, из которых 39 были оценены как ключевые и один как катастрофический. 19 августа 1980 года 9-недельная девочка по имени Азария Чемберлен вблизи Улуру была утащена одной или несколькими динго. Ее мать была объявлена подозреваемой и осуждена за убийство. Спустя 4 года, когда куртка младенца была найдена недалеко от Урулу, она была освобождена из тюрьмы. Этот инцидент вызвал большой резонанс по отношению к динго. Эта история была экранизирована в фильме под названием «Злые ангелы», также известный как «Крик во тьме». В главной роли сыграла Мерил Стрип. В 2012 году суд пришел к выводу, что имеется достаточно доказательств, подтверждающих, что причиной смерти Азарии Чемберлен было нападение динго. 11 августа 2014 года 25-летний Дан Аллан, работающий на острове шеф-поваром, прогуливался по пляжу, видимо, чтобы сделать телефонный звонок. В темноте к нему подошли 4 динго, примерно в 100 метрах от огороженного поселка. Аллан при помощи факела прогнал одну динго, но остальные 3 набросились на него. Собаки кусали Аллана, когда он боролся за свою жизнь. У него остались колотые раны на затылке, ягодицах и ногах, но он спас себя, защищая свои жизненно важные органы. Его шорты были напрочь разорваны, его майка порвана и остатки его одежды остались на пляже. Рыбаки обнаружили Аллана на земле после того, как его прекратили кусать динго. Он продолжал бороться с ними и продолжал свой путь к огороженной территории, говорили рыбаки. Рыбаки услышали, как он закричал. Он был всего лишь в 100 метрах от ворот. Около 7 утра 26 октября 2014 года динго напали 2 женщин, когда они занимались пробежкой на острове Фрейзер. Одна женщина с травмами ног была доставлена в больницу. Женщины рассказали, что 2 собаки появились из ниоткуда. По их словам, динго покусали им ноги. Несколько рыбаков вышли из хижин, которые расположены в непосредственной близости, где появились собаки, и рыбаки прогнали собак прочь. Если бы не они, вероятно, травмы были бы намного серьезнее. Этих 2 конкретных собак женщины часто видели на пляже, и они никогда никому не мешали. В среду вечером 18 июля 2018 года 54-летняя Дебби Рандл была атакована и серьезно ранена во время перерыва на обед, когда она работала в качестве охранника. Она находилась в специально отведенной для этой столовой на шахте, ела сэндвич на открытой площадке для барбекю, когда к ней подошел один динго. Зная, что животное, вероятно, попытается отнять пищу и что кормление динго приводит к мгновенному увольнению с работы, она положила свою пищу в мусорное ведро. Семья рабочего рассказала, что когда она это сделала, динго утащила у нее мобильный телефон. Женщина последовала за собакой и заметила телефон, оставленный в кустах, но увидела поблизости 2 других динго и повернулась, чтобы уйти. Именно тогда на нее напали. Она получила множественные укусы ног и рук. Женщина, которой предстояла реконструктивная операция по привитию кожи к ее ранам, сообщила, что она кричала в течение 10 минут, прежде чем коллеги пришли к ней на помощь.
Позже она подала в суд на горнодобывающую компанию, которая не приняла никаких мер по защите работников от динго. Как избежать нападения динго? Для того, чтобы лучше подготовиться к возможному отражению нападения динго, следует лучше изучить проблемные случаи с ними. Также стоит прибегнуть к несмертельным средствам, как аэрозольные баллончики с соответствующим содержанием, плеткам и аверсивным приманкам. Не допускайте детей близко и оставайтесь в группе. Не ходите в одиночку. Избегайте кормления динго. Содержите ваше место отдыха в чистоте. Не оставляйте после себя еду и мусор. По возможности оградите ваш лагерь от динго и никогда не приближайтесь к ним. И не поощряйте контакт с ними. Проблему с динго стоит решать, поскольку попытки их переселения оказались неэффективными. Поведение человека может подорвать эти усилия, поэтому изменение поведения человека находится в центре внимания. Предупреждающие знаки, такие как «берегись динго», кажется, потеряли свою актуальность на острове Фрейзер, несмотря на то, что их размещено большое количество. Кроме того, некоторые люди не понимают, как быстро динго приспосабливаются к присутствию человека. Именно поэтому многие не обращают внимания на некоторые вещи. Они не считают, что динго может украсть еду, как фрукты и овощи. Кроме того, некоторые туристы нарушают правила поведения в некоторых парках, и в некоторых случаях наблюдается активная кормежка диких животных. Вот в принципе и все о динго. Более подробно вы можете прочитать на нашем сайте, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, если не подписались. Всем пока!